Лидер и легенда Реала, бразилец Винисиус близок к отходу из клуба. После поражения мадридского Реала от ПСЖ со счетом 0-4 в полуфинале клубного чемпионата мира переговоры о продлении контракта Винисиуса, действующего до 2027 года, остановлены. Об этом сообщает журналист Мигель Анхель Диас. Среди причин недовольства бразильца называют его размещение на правом фланге в упомянутом матче против ПСЖ. С тех пор Винисиус не чувствует себя комфортно на этой позиции, утверждают источники из его окружения. В матче Хаби Алонсо выставил атакующее трио из Мбаппе, Винисиуса и Гонсало и выбрал именно Вини для правого фланга. Бразильца это не устроило, и теперь он хочет покинуть клуб. Гвардиола одобрил трансфер звезды Барселоны. Каталонская Барселона указала на дверь звездному вратарю Марко-Андре тер Штегену. Ему на замену уже купили Жоана Гарсию. По информации испанских СМИ, вратаря предложили купить Манчестер Сити, и наставник англичан Пеп Гвардиола уже дал свое согласие. Гвардиола в последнее время не в восторге от игры основного вратаря Эдерсона. Кроме этого, бразилец уже этим летом может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Ожидается, что Барселона продаст вратаря Сити за 10-15 миллионов евро. Дорогие зрители, а перед тем, как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео. Спасибо за то, что с нами. Челси готов отпустить форварда за 70 миллионов евро. Форвард Челси Николас Джексон может покинуть команду, пишет французский журналист Набил Джелит. Лондонский клуб готов отпустить 24-летнего игрока за 70 миллионов евро. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни. Синие уже получали запросы от Астон Виллы и Манчестер Юнайтед по трансферу Николаса. Кроме них, нападающим интересуется и Наполи. Отметим, что в этом сезоне Джексон забил 13 голов, отдал 6 ассистов в 37 матчах на клубном уровне. Арсенал согласовал трансфер нападающего. Арсенал близок к завершению соглашения со Спортингом по поводу нападающего Виктора Дёкереша. Как сообщил журналист Бен Джейкобс, лондонский клуб заплатит 63,5 миллионов евро фиксированным платежом, а еще 10 миллионов евро могут быть выплачены в виде бонусов. Отмечается, что Спортинг пошел на уступки Арсеналу и немного снизил свои финансовые аппетиты. Стороны финализируют структуру бонусов, и переход шведа на Эмирейтс может быть официально оформлен в ближайшее время. Вингеру Барселоны Ямилю Ламалю выдвинули обвинения. Празднование 18-летия вингера Барселоны Ламина Ямаля обернулось скандалом, сообщает АС. В своем официальном обращении в соцсетях Ассоциация людей с ахондроплазией и другими формами карликовости обвинила организаторов вечеринки в том, что люди с карликовостью были наняты как развлекательный элемент. Организация решительно осуждает использование людей с карликовостью как развлечение на вечеринке Ламина Ямаля. «Мы примем юридические и социальные меры», говорится в заявлении. Пока ни сам футболист, ни его представители официально не прокомментировали ситуацию. Интер может расторгнуть контракт с героем прошлого сезона в Лиге чемпионов. Центральный защитник Интера Франческо Ачерби может покинуть клуб, пишет Tutto Sport. Итальянцы рассматривают возможность расторжения соглашения с 37-летним игроком в одностороннем порядке. В ходе последнего продления контракта было установлено условие о возможном прекращении сотрудничества за 500 тысяч евро. Интеру не нравится травматичность Франческо, из-за которой он пропустил 18 игр в прошлом сезоне. Кроме того, были слухи, что бывший главный тренер миланцев Симоне Индзаги хочет подписать футболиста в Аль-Хилаль. ФИФА согласовала новые стандарты отдыха для игроков. ФИФА объявила о достижении соглашения с несколькими профсоюзами футболистов относительно новых минимальных стандартов отдыха. Среди ключевых решений
Обязательный интервал в 72 часа между матчами и не менее 21 дня отпуска для игроков после завершения сезона, пишет Yahoo Sport. ФИФА подчеркнула, что здоровье футболистов является приоритетом, а новые стандарты должны помочь уменьшить риски травм и перегрузок. Кроме отдыха между матчами и сезонными отпусками, предложен также еженедельный выходной день. При планировании календарей турниров в будущем обещают учитывать климатические условия и логистические вызовы. Челси хочет купить вратаря ПСЖ. Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма заинтересовал несколько европейских клубов, сообщает L'Equipe. Один из них – Челси. Контракт 26-летнего итальянца истекает через год, он пока не согласился на предложенный ему новый, однако публично говорил, что хочет остаться в парижской команде. Ожидается, что будущее Джанлуиджи в ПСЖ решится в ближайшие дни, и именно лондонцы одни из фаворитов на трансфер итальянца. Бавария нашла замену Диасу в Арсенале. Полузащитник Арсенала Леандро Троссард заинтересовал Баварию, сообщил журналист Кристиан Фальк. 30-летний бельгиец – один из вариантов на случай срыва трансфера Луиса Диаса из Ливерпуля. В начале июля Троссард сменил своих представителей, и теперь его консультирует немецкий агент Дирк Хебель. Напомним, в прошлом сезоне футболист забил 10 голов и сделал 10 ассистов в 56 матчах за лондонцев. Бенфика выставила Трубина на трансфер. Голкипер Бенфики Анатолий Трубин выставлен клубом на продажу, сообщает издание «Рекорд». Португальский клуб надеется получить хорошую финансовую прибыль за 23-летнего украинца, цена которого выросла после удачного выступления на клубном чемпионате мира. Трансфермаркет сейчас оценивает его в 28 миллионов евро. Бенфика покупала его за 10. Однако португальцы надеются выручить за украинца минимум 60 миллионов евро. Напомним, вратарь выступает за португальскую команду с лета 2023 года. В 99 матчах за клуб он пропустил 101 гол. Манчестер Юнайтед готов отпустить нападающего в Барселону. По информации журналиста Sky Sport News Дармеша Шета, Манчестер Юнайтед готовится к потенциальному обращению со стороны Барселоны по трансферу Маркуса Решфорда. Каталонский клуб активно работает над возможностью подписания английского форварда, который, по последним данным, не входит в долгосрочные планы Юнайтед. Известно, что Барса уже изучила условия возможного перехода, но пока не делала официального предложения клуба из Олд Траффорда. Напомним, что Решфорд – один из приоритетов для каталонцев на случай, если не удастся реализовать трансфер Луиса Диаса. При этом сам игрок, по слухам, готов пойти на понижение зарплаты, чтобы осуществить свою мечту выступать в сине-гранатовой футболке. Эндрик отказался покидать Реал Мадрид. Нападающий Реала Эндрик не намерен покидать команду в летнее трансферное окно, сообщает АС. По информации источника, 18-летний бразилец категорически против аренды в другой клуб. Тем не менее, наставник мадридцев Хаби Алонсо заявил, что не может гарантировать бразильцу игровое время в новом сезоне, а поэтому, если Эндрик не уйдет в аренду, то будет играть за дубль «Галактикос». Сенсация в финале клубного чемпионата мира по футболу. Челси разгромил ПСЖ. Челси еще в первом тайме забил все 3 мяча в ворота парижан. Дважды это сумел сделать полузащитник Коул Палмер, сначала после скидки Педро, а затем после сольных действий. В завершение тайма Палмер к дублю добавил еще и ассист, отдав разрез на Жоао Педро, хладнокровно перебросившего Доннарумму. Шок от этого продолжался весь второй тайм. ПСЖ откровенно не знал, что нужно делать для победы, а в редких моментах, когда доходило дело до ударов, спасал кипер Челси Санчес. Более того, во втором тайме лондонцы могли забивать еще несколько мячей. Однако Делап был неточен,
Да и еще рефери не назначил чистый пенальти в ворота ПСЖ на 55-й минуте, когда у Жоао Педро почти чуть не сняли футболку в штрафной французов. В результате 3-0 победа Челси. Таким образом, на целых 4 года английская команда будет носить титул сильнейшей клубной команды мира. Также отметим, что лучшим игроком турнира был признан именно англичанин Коул Палмер, которого уже многие называют новым обладателем золотого мяча в будущем. Сразу после завершения финала клубного чемпионата мира представители обеих команд устроили потасовку. Все началось после того, как наставник ПСЖ Луис Энрике нанес удар в лицо нападающему Челси Жоао Педро. Бразильский форвард сразу же свалился на газон. Как следствие, это все переросло в огромную драку между представителями обеих команд. А вот наставник Челси Энцо Мареско активно успокаивал не только своих подопечных, но еще и пытался придержать Джанлуиджи Доннарумму. В результате драку удалось закончить. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами.